Истории инки из Лапландии. Легенда о любви на озере Сиида. Часть 5. В глубинах Нижнего мира царила вечная тишина. Там не было ветра, не было солнца, не было времени, каким его знают люди. Лишь темные подземные воды отражали древние каменные своды, а ледяные кристаллы тихо мерцали в холодном свете глубин. Туда и вернули Гувласа духи стражи его матери. Когда трещина между мирами сомкнулась, стая рассыпалась тенями и растворилась в подводных водах. Гувлас опустился на гладкую поверхность подземного озера и вновь обратился в духа безмолвия. Тишина вокруг была такой глубокой, что, казалось, сам мир перестал дышать. Он знал, что мать уже почувствовала его возвращение, и потому Гувлас медленно пошел к ней. Ее мир был миром тишины. Лишь редкие капли воды падали со сводов пещер, и их звук был похож на медленные удары сердца подземелья. Суолло-Манда была древнее многих рек и старше тундровых холмов. Старейшины говорили, что она появилась еще тогда, когда 3 мира только учились существовать рядом: верхний мир света, средний мир людей и нижний мир глубин. Ее глаза были синими и спокойными, в них отражалась глубина нижнего мира и память о 1000 лет. Когда Суолло-Манда проходила по каменным залам, ее шаги были почти не слышны, но сами скалы узнавали ее и слегка склонялись, будто древние хранители, приветствующие свою владычицу. Она не любила шум. Ее сила жила в тишине. Одним ее взглядом могли замолчать ветры в подземных туннелях. Одним ее дыханием успокаивались бурные подземные воды. Потому духи глубин называли ее матерью безмолвия. Но, несмотря на всю свою древность и силу, в ее сердце жила любовь матери. Когда-то, много веков назад, родился ее сын Гувлас, и в тот миг в глубинах произошло то, чего не случалось со времен создания 3 миров. В черной воде вспыхнул мягкий свет. Она знала пророчество, знала, что однажды судьба может забрать у нее сына. Поэтому она хранила тишину Нижнего мира особенно бережно, словно надеялась, что в этой глубокой тишине судьба просто забудет дорогу к ее сыну. Но даже самая глубокая тишина не может заглушить песню, которая рождается между мирами. Суолло-Манда остановилась перед своим сыном. Долгое время они смотрели друг на друга молча. В глубине пещеры падали редкие капли воды, и их звук отзывался эхом, словно медленные удары сердца подземелья. Наконец она тихо сказала: «Ты вернулся?» «Меня вернули», — ответил Гувлас. В ее взгляде была древняя мудрость и тревога, которую Суолло-Манда
скрывала веками. «Я предупреждала тебя. Средний мир не для духов глубин». Она приблизилась еще на шаг. «Ты — дух забвения, Гувлас. Ты рожден хранить тишину Нижнего мира». Голос ее стал тверже, словно сама тьма поддержала ее слова. «Ты больше никогда не поднимешься в средний мир». Слова прозвучали, как древний закон. «И я запрещаю тебе возвращаться туда. Ты останешься здесь, в тишине», — сказала Суолло Магда. Гувлас молчал. Он не осмелился нарушить материнского запрета. Но в его сердце уже жил звук, тонкий, светлый, Йойк Саэльи. Он пытался прогнать его, пытался снова погрузиться в безмолвие глубин, где нет ни ветра, ни света, ни памяти. Но Йойк не исчезал. Он звучал тихо, словно далекое эхо над водой. И чем глубже становилась тишина Нижнего мира, тем яснее в ней звучал Йойк Саэльи. И однажды это произошло. Сначала Гувлас подумал, что ему показалось. Где-то очень далеко в Нижний мир вновь просочился звук. Последний Йойк Саэльи. Он прошел сквозь воды озера Сиида, сквозь камни глубоких пещер и подземных вод, словно сам мир нес его в Нижний мир. Дух забвения вздрогнул. Он узнал этот голос. Он узнал этот голос сразу. Сердце духа дрогнуло так, как никогда раньше. Это было прощание. Он понял это. Он понял, что Саэлья покидает Средний мир. И в этот миг Гувлас больше не смог оставаться в тишине. Он обратился в черного лебедя и полетел ввысь. Каменные своды содрогнулись. Трещина между мирами раскрылась вновь. Тени стражей ринулись следом за ним. Они поднимались из глубин, как черные вихри, пытаясь настигнуть беглеца. Но Гувлас уже летел. Его крылья рассекали холодную тьму подземных сводов. И в каждом взмахе была сила, которой раньше не знали духи глубин. Сила, рожденная не тишиной, а песней, Йойком Саэльи. Он мчался сквозь трещину между мирами, и камни подземелья дрожали от его полета. И вдруг тяжелый гул покатился по глубинам. Трещина начала закрываться. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Черные тени стражей почти настигли Гувласа. Но было уже поздно. Он вырвался наружу в мир ветра, воды и неба. И в тот же миг трещина сомкнулась, а над землей черный лебедь уже летел в северном небе, туда, где его ждало озеро Сиида и Йойк Саэльи. Он облетел все озеро, но было уже поздно. Озеро было тихим и пустым. Белого лебедя больше не было в Среднем мире. Гувлас понял, что он опоздал. Саэлья уже улетела в Верхний мир. Черный лебедь медленно опустился на воду.
Озеро Сида встретило его тихим плеском, словно узнало. Когда-то по воде плыл он и его любовь Саэлья, белый лебедь. Совсем недавно над озером звучал Кюиксаэлье, но теперь там была только северная тишина. Ни белого крыла, ни йойка, только пустое небо. Черный лебедь медленно подплыл к берегу. На берегу стояла шаманка Инка. Она будто ждала его. Ее волосы тихо колыхал ветер, а в глазах отражались и небо, и темная глубина озера. Она не удивилась. Она знала. Гувлас остановился у берега. Некоторое время они молчали. Потом черный лебедь поднял голову, и в его глазах была такая тоска. «Инка, дитя земли и неба, помоги мне!» Прозвучал голос Гувласа. «Я знаю, кто ты. Ты — дух забвения, сын Солло Мадды», — ответила шаманка. «И я знаю, зачем ты пришел в Средний мир». Гувлас продолжил. «Я хочу увидеть Саэлью». Он сказал это так, будто боялся, что само небо услышит его боль. «Мой мир пуст без Йойка Саэльи». Инка посмотрела на него и медленно вздохнула. «Духи верхнего и нижнего миров редко ищут друг друга. Их пути почти никогда не пересекаются. Но задолго до вашей встречи существовало древнее пророчество». Черный лебедь поднял голову. «Пророчество?» «Да, в нем сказано, что однажды дух тишины услышит песню света. Эта песня изменит судьбы 3 миров». Гувлас молчал. В его глазах отражалось небо. «Значит, это было предначертано?» — спросил он. Инка покачала головой. «Нет. Пророчества говорят о пути, но не говорят, хватит ли у сердца силы пройти его». Долгое время они молчали, лишь смотрели друг на друга. «Инка, помоги мне найти Саэлью», — сказал Гувлас. Шаманка посмотрела на черного лебедя так, будто пыталась увидеть глубже, туда, где скрывается сама душа духа. «Ты понимаешь, о чем просишь?» — спросила Инка. «Путь к верхнему миру закрыт для духов нижнего мира. Этот путь проходит через границы, которые разделяют сами силы мироздания. Если ты отправишься туда, ты, Гувлас, можешь больше никогда не вернуться прежним. Понимаешь?» Ветер усилился над озером. «Мне уже не к чему возвращаться прежним», — ответил дух безмолвия. «Без Йойка Саэльи во мне нет ни тишины, ни покоя». В его голосе была такая тоска и боль. Инка посмотрела на него и продолжила. «Любовь духов — это сила, с которой даже миры не всегда могут спорить. Хорошо, Гувлас, я помогу тебе. Но помни». Она посмотрела прямо в его глаза.
путь, который откроется, может изменить не только тебя. Она сделала паузу. Он может изменить все 3 мира.